Здравствуйте, дорогие друзья! Вернемся к нашей программе о причинах и подлинных виновниках Второй мировой войны. Тут мои зрители закономерно выражают сомнения в том, что авиация Германии была так слаба, а союзники так могучи и чудовищно сильны. Разберем подробно. Тема любопытная. Хотя, конечно, на ней столько спекуляций, что вам и не горюй. Но, тем не менее, попробуем разобраться. Подробно и в деталях. Итак, Люфтваффе против Royal Air Force. Люфтваффе против авиации Франции и авиации Польши. Все мы помним фильмы о начале Второй мировой войны. Ревущие сирены, пикирующие бомбардировщики, рушащиеся здания, бегущие в ужасе люди, закрывающие лицо руками дети, ужас и кошмар. Бомбардировка Роттердама, Ковентри и т.д. и т.п. Ну, все так и было, с небольшим дополнением. Это все случайное следствие текущего развития событий. Потому что планировалось изначально все по-другому. И мы разберем, как все было на самом деле. Итак, 1 марта 1935 года. Гитлер объявляет о создании Вермахта и Люфтваффе. К тому времени авиация Германии насчитывала около 100 истребителей и примерно столько же бомбардировщиков. Истребителями там считались бипланы, полотняные на деревянных рейках, Хенкель-51, Арада-64, Арада-68. Это скорее рекламные самолетики для убеждения немцев в том, что у них есть военная авиация. Реального боевого значения эти самолеты, в общем-то, не имели, как и появившиеся в это же время бомбардировщики Юнкерс-86, которые тоже, в общем-то, хотя и были монопланами двухмоторными, но не убирающиеся шасси, слабо оборонительное вооружение, всего тонна бомб. Это было тактическое назначение этих самолетов, было очевидно. Но их всего, повторюсь, было около 100 истребителей и 100 бомбардировщиков. Затем, после создания Люфтваффе, дело пошло веселей. Хенкели-51 начали производиться в массовых количествах по 10 машин. Это было чудовищное количество самолетов, невыносимо мощное. Это было просто запредельное количество. Но это были бипланы, подчеркиваю. На расщалках, на полотняных обшивках, на деревянных рейках, с 2 пулеметами винтовочного калибра. Но это были лучшие, скажем так, самолеты для начала 30-х годов для Германии. В это же время в других странах, во Франции и Великобритании, уже вовсю шли опытно-конструкторские работы над истребителями так называемой современной схемы. То, что мы привыкли видеть в фильмах о войне, это истребитель-моноплан с пушечным вооружением, превышающий 500 км в час скорость, маневренный на вертикали, собственно, которым и стал Мессершмитт-109. Но это было уже потом. В войне в Испании участвовали сначала именно те же самые бипланы Хенкель-51. Старенькие, смешные, нелепые, небыстроходные, которые стали легкой добычей для советских асов. Немцы очень быстро поняли, что с такой машиной им каши не сварить. И все конструкторские бюро Рейха получили заказ на создание современного истребителя. Но это был уже 1935 год. 1935-й, прошу запомнить. Потому что задание на
истребитель современной схемы, хороший современный истребитель, боевой, моноплан с пушечным вооружением, в Англии начали создавать гораздо раньше. Гораздо раньше. Я сейчас отвлекусь на несколько секунд и сообщу вам довольно любопытные сведения, которые вы все наверняка слышали, но не придали им особого значения. Так вот. Техническое задание F7-30 на новый одноместный дневной ночной истребитель был выдан Министерством авиации самолетостроительным фирмам осенью 1931 года. Еще никаких нацистов у власти в Германии нет. Германия тихая, мирная, спокойная страна, не имеющая боевой авиации, не имеющая систем ПВО и даже не думающая пока об этом. Тем не менее, британское министерство авиации получает распоряжение высшего руководства начать создание нового истребителя, который поменяет все эти устаревшие бипланы на перкале и деревяшках, и который будет победителем всех и вся в грядущей войне. Осень 1931 года. За работу взялось конструкторское бюро фирмы Supermarine Aviation Works. Они создали несколько предсерийных версий, несколько макетов, подобрали толковый мотор Rolls-Royce Goshawk. В 1933 году, когда еще, опять же, никакой Люфтваффе речи не шло, первые предсерийные образцы будущего Spitfire были выкачаны из заводских ворот. А в феврале 1934 года этот самолет впервые поднялся в воздух. В феврале 1934 года. За год до создания Люфтваффе. Англичане уже создали машину, которая будет победителем во Второй мировой войне. Вторая машина, которая участвовала в битве за Англию, истребитель Hurricane, тоже был создан в эти годы и впервые поднялся в воздух в 1933 году. А первый полет опытного образца, официально признанный в качестве прообраза будущего самолета, состоялся в ноябре 1935. Конечно, мой зритель мне скажет, что англичане могли создавать хорошие истребители, но их было мало. Нет, их было достаточно. 3 июня 1936 года компания Hawker получила первый заказ на 600 серийных истребителей Hurricane. В этот же день фирма Supermarine получила заказ на 310 спитфайров. То есть в течение 2 лет предполагалось создание 900 современных истребителей на смену устаревшему дерьму начала 30-х. Подчеркиваю, в это время ни о каком Мессершмитте 109 речи вообще не шло. В это время Германия довольствовалась деревянными и перкалевыми бипланами Хенкель 51. Англичане уже дали команду на постройку почти 1000 новых современных истребителей. И это был не последний заказ. К началу войны, на 1 сентября 1939 года, у англичан в метрополии имелось 78 эскадрилий истребителей, 1500 боевых самолетов. 2000 уже устаревших самолетов прежних серий было в резерве. Ну и в колониях числилось 435 самолетов. Так что ни о каком господстве Мессершмитта в воздухе речи не шло. У англичан было достаточно современных
новых истребителей, которые строились огромными сериями, под которых создавалась инфраструктура, обучались летчики. Англичане задолго до сентября 1939 года знали, что им нужно будет в воздухе, готовились к войне в воздухе и готовились в ней победить. Но это, опять же, истребители английские. Сейчас поговорим об истребителях французских. Как я уже говорил в прежних выпусках, ошибочное мнение о том, что первый истребитель современной схемы с пушечным вооружением Мессершмитт, оно ошибочно радикально. Потому что первым таким самолетом, принятым на вооружение, был даже не британский Spitfire и Hurricane, а французский Девуатен 501. Этот самолет получил 20-метровую пушку Испано-Суиза и стал именно первым самолетом, прообразом всех истребителей Второй мировой войны, моноплан, одноместный, с пушечным вооружением, со скоростью более 400 км в час. Потом пошел, эта же фирма Девуатен создала Девуатен 510. Очень хорошая тоже машина. Она была сложной в управлении, но тем не менее это был вполне приличный самолет, не уступающий Мессершмитту первых серий. Не только Девуатены были на вооружении французских ВВС. Во Франции было несколько авиастроительных компаний, которые предлагали для ВВС свои истребители новой схемы. Спецификой Франции был полный раздрай политический. Там каждые несколько месяцев к власти приходило новое правительство. Политические кризисы были совершенно естественным, понятным и объяснимым явлением. А каждое новое правительство приходило к власти и выдвигало свои требования к оснащению авиацией. Поэтому французских ВВС, кроме Девуатенов, были также истребители Мран-Салье и истребители Блок. И те, и другие тоже создавали очень хорошие машины, тоже монопланы с артиллерийским вооружением, вполне пригодные для боя. Их было достаточно много. Единственное, что проблема была у французских ВВС в том, что был жуткий разнобой в системах вооружения. То есть доходило до того, что один полк вооружался 4-5 моделями истребителей, что затрудняло снабжение и обслуживание самолетов. Но, повторюсь, по качеству изготовления, по техническим характеристикам и по вооружению, и по скороподъемности, по скорости, по маневренному бою французские истребители ничем не уступали Мессершмиттам первой серии. Может быть, Густавы были уже лучше, чем основная масса французских самолетов, но это уже было потом. Возвращаясь к Девуатенам, к количеству. Вот у меня есть циферки, я вам их сейчас оглашу. Девуатен 510, 520 создавался в 1937-1938 году. В момент начала Второй мировой, значит, сошло 437 истребителей Девуатен 520. Это последний из Девуатенов предвоенной поры, который превосходил все немецкие истребители по всем характеристикам. Только этих идеальных машин, снятых с вооружения в 1953 году, подчеркиваю, было создано 437 единиц. 500 штук. Это о численности, не говоря о всем остальном. Кроме 109-х Мессершмиттов, у немцев были двухмоторные тяжелые истребители Мессершмитт 110. Интересная машина, неоцененная в свое время, в общем-то, не совсем понятно для чего созданная и не проявившая своих лучших качеств, но тем не менее, предо мной считалось необходимым иметь, кроме легких одномоторных, тяжелые двухмоторные истребители. Причем это были не только немецкие идеи, такая идея существовала и во Франции. Французы, кроме идей, практически этим занимались. У французов был создан весьма интересный, очень специфический аэроплан ПТС-63, двухмоторный тяжелый истребитель.
он же штурмовик, он же ближний разведчик, он же ночной перехватчик, он и швец, и жнец, и на дуде грец. Подчеркиваю, спецификация на двухмоторный тяжелый истребитель, штурмовик, самолет поля боя и разведчик была выдана 31 октября 1934 года. 31 октября 1934 года. Ни о каких Люфтваффе речи еще вообще не идет. И уж тем более речь не идет о Мессершмитте-110. А его конкурент уже спланирован французским министерством авиации. Французы уже готовятся его создавать. И, в общем-то, во всех модификациях этих протезов к маю 1940 года было выпущено больше 1110 штук. 1115 единиц. Вуаля. То есть французы в части тяжелых истребителей, штурмовиков-разведчиков вполне себе были адекватны немцам. То есть Мессершмитт-110 имел конкурента во французской авиации вполне себе достойного, вменяемого и равноценного. Более того, если брать чисто истребители тяжелые, двухмоторные, то чистых двухмоторных тяжелых истребителей было построено Францией к началу войны 290 штук. А их прямых конкурентов, Мессершмитт-110, 159. То есть немцы, даже напрягаясь изо всех сил, вылазя из шкуры и напрягая все свои заводы, не смогли превзойти только одних французов. А были еще англичане. И были еще поляки. Кстати, поляки. Истребительная авиация Польши. Ну, это сама по себе фраза звучит смешно, нелепо и довольно забавно, но тем не менее это правда. У Польши была авиация. Были истребители, и причем в достаточно приличном количестве. Да, это машины были довольно слабенькие. Это были подкосные монопланы П-7, П-9, П-11, но в основном П-7. Машина неплоха для начала 30-х. Мессершмитт, конечно, всячески уступала, но тем не менее их было 150 штук. Не так уже и мало для Польши. Вполне приличное количество. Плюс у поляков были также и британские, и французские истребители. Но мало, к сожалению, мало, потому что Польша, в принципе, была слабым государством в области авиастроения. И все, что не могли, это они сделали, но сделали они, к сожалению, мало. Но, тем не менее, у них были истребители. Их тоже можно внести в общий баланс, который все хуже и хуже для немцев. Более того, по 150-200 истребителей имела еще и Голландия и Бельгия, чьи войска тоже сражались против немцев. Но это так, к слову, потому что никогда никто бельгийские и голландские самолеты в общий баланс сил начала Второй мировой войны не включает. Ну, правильно, потому что Бельгия была нейтральной, Голландия попыталась быть нейтральной, но у нее не получилось. Но, тем не менее, война между ними состоялась, пусть недолго, но она была, поэтому все-таки эти самолеты надо включать. Но, опять же, повторимся. По истребительной авиации превосходство союзников было полуторакратным над немцами. Поэтому никаких, все разговоры о том, что Люфтваффе покорила воздух, господствовал в воздухе над Францией, это неправда. Это неправда. Немцы могли и умели создавать локальное превосходство над полем боя, но только на малых участках, здесь и сейчас. Но этого было достаточно. Как показала практика, если ты можешь создать превосходство в воздухе на локальном участке, то ты там побеждаешь. А этого было достаточно. Когда мы говорим о французской авиации, мы можем учитывать не только французские самолеты, потому что военное ведомство Франции в 1938 году приняло решение закупить американские истребители Hawk-75.
В мае 1937 года было подписано соглашение об этом. И французские ВВС получили 130 этих истребителей. Это немного, но тем не менее, это тоже хорошие современные истребители, современные схемы с хорошим вооружением, вполне приличными тактико-техническими характеристиками, которые внесли свою лепту в битву за Францию. Но об истребительной авиации пока все. Этого достаточно, потому что тут очевидно, что немцы не превосходили своих врагов в истребителях, их самолеты не были лучше, пилоты не были лучше выучены, просто организация применения истребительной авиации у немцев была немного лучше. Вот и все, не более того. На этом пока все.